Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Второй прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события. И я специально не ставлю сроков для этого видео, но хочу так немножко конкретизировать. Потому что иногда карты пасьянса, они говорят буквально о событиях пару-тройку дней. Но я допускаю, что у кого-то и до 2 недель может растянуться. То есть, ну, может быть, неделя, 10 дней, вот где-то так, да, вот такие сроки. И я, не загадывайте что-то такое долгосрочное, поскольку жизнь наша, ну, настолько убыстряется, что и правда, наверное, если мы смотрим прогнозы, я и сама делаю себе тоже прогнозы, я пытаюсь просчитать свои ситуации и рассмотреть заранее какие-то альтернативные варианты. И прихожу к выводу, что и правда тут как часов в сутках часто не хватает, потому что настолько наша жизнь наполнена хотя бы даже информацией, или когда мы узнаем, а это будет еще и быстрее как будто разворачиваться события, потому что у нас Уран в Близнецах, мои дорогие, поэтому просто нужно держать руку на пульсе. Поэтому давайте рассмотрим, что там со дня на день у нас будет, или в ближайшие дни где-то, что подскажут карты. Маленькие карты очень. Старый у меня пасьянс, около 40 лет ему. Итак, смотрим, что для тельцов в ближайшие дни случится, произойдет, или в какую сторону нас карты поведут. Вот смотрите, вам что-то не нравится, цепи. И, кстати, это не конкретика. Это не есть какая-то вот именно реальная ситуация этих дней, ближайших дней. Это внутреннее ощущение, сердечная, внутренняя тяжесть. Что-то у вас не идет. Или не складывается, как хотел бы телец. Или наоборот, ну как замедлилось что-то. А астрологически по планетарным транзитам, я уже не останавливаюсь подробно, такое может быть. А тем не менее, может быть, это вы ожидаете приезда какого-то человека в гости или сами хотели бы поехать куда-то, но сомневаетесь иногда, вот эта сердечная тяжесть, как сомнение, получится, не получится. Или выгорит какой-то вопрос, или нет. Но вот если это связано с перемещениями, с одной стороны, или контактами какими-то, да, с конкретным лицом, то, скорее всего, какая-то встреча состоится. Давайте посмотрим еще, что нам расскажут. Но гости уже как будто могут быть. Смотрите, тут контакты с какой-то важной персоной. Может быть, вы и не знаете человека, может быть, даже это вы куда-то отправляетесь и знакомитесь с кем-то. И нам не говорят, личная эта жизнь будет или какая-то деловая сфера общения. Но, тем не менее, или там, то есть в разных сферах, у каждого что-то свое. Прочный союз или прочная связь идет по вот этому узлу. То есть какие-то отношения еще и будут продолжены. Или взаимодействие, назовем это так. Так вот вообще не скажешь, что что-то уж очень быстро у вас идет. Может быть, это какое-то контактное лицо, да? Или, ну, какие-то ваши согласования будут связаны еще, вот как гости, да? Вы узнаете какого-то человека или познакомитесь, или просто даже, мои дорогие тельцы. Гости – это гости, а вот книга, которая нам выпадает, это уже отдельная какая-то другая история, потому что по книге это учреждение. Официальные учреждения, да, могут быть и образование, но и какие-то инстанции самые разные. У кого-то, я допускаю, это может быть адвокат, юрист, или это может быть руководитель на работе, может быть, там что-то происходит на работе, какие-то смены, или новшества, новые приказы, или новые какие-то условия, или вам нужно просто какой-то документ подписать, согласовать, что-то узнать, узнать, как работает закон. Словом, тут у каждого что-то свое. Вы знаете, тут вообще вам, если вы что-то там себе задумали, мои дорогие тельцы, у вас получится осуществить. Смотрите, колчан со стрелами. И в нашем пасьянсе полное исполнение желаний. Ну, насколько полное, я не берусь судить, но то, что у вас что-то получится, это точно. Причем, вот смотрите, вы ведь можете переживать о чем-то.
Может быть, получится в другом каком-то контексте. Или вам придется что-то переиграть, или как-то видоизменить. Но, тем не менее, вы останетесь довольны. Вот самое главное. Ну, какой-то прогресс, безусловно, есть. И еще одновременно, вот у кого-то радость дома может быть, да? Почему? Потому что еще и совпадает у вас подкова. Поэтому вот это исполнение желаний, это как дома. Может быть, вопросы дома, мои дорогие тельцы, буквально стены. Где вы находитесь сейчас или где вы планируете находиться? Это могут быть и по части, может быть, вашего жилища какие-то одновременно согласования важные в инстанциях, и вы опять же остаетесь довольными. Но тут явно есть какой-то прогресс. О, еще и солнце, ну, мои дорогие. Тут правда у вас что-то получается? Вот такое начало нашего пасьянса, когда нам говорят сердечная тяжесть, какие-то размышления до бесконечности, сомнения, то, что где-то засело глубоко в нас. Но, может быть, иногда, кстати, это значение будет говорить о том, что телец, ты устал. Вот просто устал. Уставшие люди делают ошибки. Мы, когда устали, мы в большем негативе все видим, это правда. Потому что усталость, она берет свое. Она не дает нам как свежий взгляд или остроту нашего восприятия, мышления. Нет, а усталость нас все время отбрасывает в какой-то предыдущий период, где, скорее всего, мы потерпели либо фиаско, либо у нас что-то не получилось. А у вас как раз-таки все как-то складывается очень интересно и благополучно. Буквально благополучно. Смотрите, у вас еще и голубь совпадает. Голубь – это благополучие. Когда выпадает это значение, всегда можно сказать: иди, дорогой, у тебя все хорошо. И пусть поначалу нам кажется, ну все рушится, все переворачивается с ног на голову. Ну, значит, так тому и быть. В конечном итоге это будет означать для вас нечто, даже если с элементом новизны, но что-то лучшее, мои дорогие тельцы. Шикарно, надо сказать. Какие-то очень, как и контакты, добрые, интересные, вам понравятся, прочные при этом. Согласования какие-то тоже такие очень знаковые или значимые. Исполнение желаний, семейное счастье или вопросы дома. Ну и солнце, благополучие. Вот смотрите, к окончанию, ну, какого-то срока ближайших дней вы будете принимать важные решения. Потому что по Солнцу это как направление мы берем. Траекторию на ближайшие полгода или 8 месяцев. Поэтому учтите, для вас вообще где-то окончание августа может ознаменоваться тем, что что-то тут телец или для себя решит окончательно, или какой-то вопрос, может быть, сам уже завершится. Я такое тоже могу допустить. Но для вас это как пути дороги открывает. Ладно. Хотя я должна сказать, что в нашем пасьянсе мы можем соединить крайние ряды как по вертикали, так и по горизонтали. Будьте внимательны. Смотрите, вам выпадает еще змея. И змея – это где-то обман. Может быть, не замечтаться все-таки будет важным. А может быть, и вам самим, мои дорогие тельцы, не выносите пока вердиктов. Ну, где-то, допустим, допустить вот эту мысль, что за мной наблюдают. Или в любой момент какая-то ситуация может быть изменена. Или что-то кто-то может переиграть. Или когда даже пусть наблюдают, да, иногда ведь это символ недоброжелателя, который не проявляет себя активно. И тогда это может означать, как у вас что-то складывается хорошо. Не рассказывайте о себе. Вот это я точно хочу сказать. Не рассказывайте о себе много. Не рассказывайте о том, что вы планируете делать или чего вы достигли. Только вы знаете, мои дорогие тельцы, чего вам это стоило. Так вот, зависть, чтобы не было зависти. Вы люди добрые, вы люди искренние. Вы готовы делиться, и особенно с вашими близкими. Вы часто берете на себя самое тяжелое, то, что касается вашей семьи или дорогих, любимых людей. Но вот знаете, тут не все люди, несмотря на то, что вы даже
из разряда тех, кому вы помогаете. Они не радуются вашим успехам, может быть и так, я такое допускаю. Как Хирон в Овне. У меня, кстати, на моем сайте есть статья. Перейдите, прочитайте. Хирон в Овне. Ссылки на мой сайт, они есть в описании под видео. А там через меню на главной странице вы можете как и гороскопы, так и статьи по психологии. Но что такое, я не останавливаюсь подробно. Значение именно Хирона. Это как священная рана. Это тот сценарий, который мы не должны повторить снова и снова. И вот для вас Хирон, мои дорогие тельцы, это как альма-матер, это основа основ. Или как своей собственной какой-то стратегии на будущее. Поэтому тут вам, правда, нужно и не замечтаться, но и, понимаете, быть осмотрительному. Для вас эти энергии вот такие, когда приходится делить надвое, приходится, вы не склонны подозревать. А тут вот все-таки этот элемент нужно учитывать. Ну, как-то так. Ладно, идем с вами вперед. Давайте мы спросим, каково же настроение ваше, да, в связи вот с этими событиями? Ваше настроение на ближайшие дни. Со дня на день. Хотя может все начинаться, ну так себе. Ваше настроение. Маг, практик великий. Это правда, он практик. Хоть и выпадает карта, и кажется, ну все, магия, сейчас все произойдет само по себе, ни разу. Ничего в нашей жизни не бывает само по себе. И карта мага – это тот, кто как раз продумывает альтернативные варианты и допускает, что жизнь полна и сюрпризов приятных, но и неожиданностей. И по карте мага мы готовы рассмотреть все возможности. Мы готовы себя перестроить. Мы готовы где-то что-то переиграть даже, да, или пользоваться теми методами, которыми прежде мы не пользовались. Но карта где-то говорит, что и правда, вот эта змея, могут быть манипуляторы в вашем окружении. Но и вы-то сами в этих энергиях. Вот смотрите, у вас есть возможность решить вопрос, правда, тут для вас какой-то позитив идет, полное исполнение желаний. Маг при десятке пентаклей, какой-то прорыв по финансам или удачное решение, заключение, может быть, и сделок для тех, у кого бизнес, или пусть у вас была какая-то, очень даже мы все разные, правда, у кого-то была патовая ситуация по финансам, кстати, астрологически я могу такое допустить, то тогда время выруливать постепенно на обгон. Или когда вы себе скажете спасибо, вы очень терпеливый, настойчивый, и вот вам, видимо, вот эти ваши лучшие качества души помогают. Вы себя благодарите за что-то, что именно хватило терпения, сил, настойчивости, мудрости. И теперь вы как получаете плоды труда своего. Или видите, что какое-то дело выруливает на обгон. Или вот-вот какой-то будет прорыв. Или конкретно какая-то финансовая история улучшается. Возможности приходят. Но десятка пентаклей – это работа, труд, или откуда к нам приходят деньги, сами по себе деньги, у кого-то получение денег может быть, и вам это тоже, понятно, будет приятно. Но у кого-то это и близкий, правда? И у вас тоже выпадала подкова. Какое настроение? Хорошее настроение. Но не замечтаться. Вот все-таки это змея, мои дорогие. Это правда кто-то наблюдает и не самыми лучшими намерениями. Делите надвое. Нельзя никому ничего рассказывать о себе. Что вы планируете делать? Примите к сведению, что маг, он вообще никому ничего не говорит, не обещает, не афиширует ни разу, потому что он понимает, люди, человеческая природа, сущность такова, что все лобильно. Сегодня думал одно, завтра подумает другое. И даже если кто-то другой отправляет негативные мысли в пространство, это где-то блокирует ваши намерения и цели. Вот для вас эта стратегия, как невидимая, такая негласная, по крайней мере, я вижу, она будет работать в ближайшие дни. Мы не должны сглупить буквально, посмотрите, от того, как мы сами себе не воспрепятствуем, не наломаем дров, будем осмотрительными. Таковое и настроение, такие возможности, такие успехи исполнения желаний, потому что девушка изображена, воодушевлена, да, что-то точно, я словно парю, она радуется чему-то. Но вот в этой радости она уже утрачивает элемент безопасности, держится за сухой сук, а вот этот предмет, который ни много ни мало прообраз Грааля, держит над омутом. И вот она-то как раз и не видит вот этого омута,
а какие-то невидимые силы уже начинают свою работу. И все то, что я сказала, эта карта подтверждает. Ладно. В каких сферах жизни в ближайшие дни вы будете принимать важные решения? Очень интересно. Но я тут вижу, тут прям все сферы жизни. Ну, правда, потому что тут и как исполнение желаний идет. Тут и финансы, и учреждения, тут и гости, да, то есть уже люди, какие-то контакты, и личная жизнь, тут что-то интересное. Так вот, в каких сферах жизни вы будете принимать важное решение? Вот самое главное нам говорят, именно ты, телец, должен принимать важное решение, а не слышать или слушать советов со стороны, потому что насоветуют такого и загонят своими советами туда, куда Макар гусей не гонял. Но я шучу, понятное дело. Как будто, обратите внимание, 7 жезлов для нашей девушки пытаются дотянуться. Карта очень красноречиво говорит о том, что какая-то чужая путаница в жизни. Телец, не бери ее на себя, не бери какие-то чужие заботы, не бери чужую ответственность ни в коем случае. Тут ведь отвернулась девушка и свой дзен ловит, и все, и говорит, как будто себя останавливая. Вот сейчас ты не должна откликаться на все подряд, иначе тебя жизнь отбросит назад. Вот буквально так. Ты опять включишься в какую-то многозадачность и останешься ни с чем. Ну вот как-то так. Какие сферы? Тут никаких сфер может не быть, если мы, ну, настроение хорошее. И, может быть, одно что-то получается, вас это воодушевляет, вы думаете, ух ты, море по колено, сейчас я быстренько тут совсем разберусь. И в этом будет ошибка. Смотрите, аркан сила. Мы приближаемся все к этому аркану силы. Что я имею в виду? У меня статьи, опять же, на сайте и во вкладках сообщества. Я опубликовала на 2 своих каналах. Это у нас Солнце в Деве с 23 августа и по 22 сентября. Обозначьте себе, мои дорогие тельцы, эту траекторию, особенно как красной нитью. Критическое мышление, мы говорим, да, это Солнце в Деве. И если была любовь, были эмоции, чувства, восторг, это все прекрасно. Но мы понимаем, что чувства – это чувствами, но есть еще и мера ответственности. Готовы ли вы взять какую-то ответственность? Готов ли человек брать эту ответственность? Нам Солнце в Деве открывает именно глаза на то, что прежде мы не замечали или не хотели видеть. Но все-таки это карта сила, посмотрите. Карта мага и карта сила у вас выпадает. Хочется сказать пара. У кого-то и правда пара. Может быть, это вопросы работы, бизнеса, взаимодействия с каким-то человеком. Может быть, и в личной жизни. Как бы пара, но каждый сам по себе. Потому что это сходятся двое сильных людей. Ни один, ни второй не прогнется. Каждый останется сам по себе. Но всегда есть возможность договориться, если мы понимаем, что мы не должны перекраивать другого человека. И в данном случае это важно как и по аркану силы, так и с противоположной силы мага. Здесь именно взаимодействие через принятие друг друга такими, какие вы есть. Вот у кого-то это такая будет подсказка даже на личную жизнь, а у кого-то на контакты по труду, по занятости, по работе, может быть и какие-то денежные темы. То есть вот, но дипломатия– ключ ко всему. Где-то и мудрость, может быть и хитрость, мои дорогие, с учетом змеи. Не все так однозначно. Но то, что вы можете тут прямо что-то для себя такое добро-хорошее создать или заложить, да, вот на последующие 6-8 месяцев какой-то прорыв к благополучию, иному качеству жизни. Вот я именно вижу так. И вот все то, что я сказала, для вас имеет значение, словно нам карты, карта за картой даже, я бы сказала, раскрывают дальше какую-то вашу историю. А вы будьте, мои дорогие тельцы, реалистами. Переложите на вашу реальную жизнь, что у вас происходит, как это, какие советы можно как трактовать. Потому что у нас сейчас с вами такие значения в картах, хоть Таро, хоть пасьянс, тут даже не нужно знать символы все, да, нам четко карты говорят, чего касаются. Или события, или основные направления сейчас в вашей жизни. Рыцарь жезлов, будь готов к неожиданностям.
И жезлы, дела, работы, бизнес, и откуда к нам приходят деньги. Вот правда, для вас все сферы нужно сложить как воединый красивый узор. Не должно быть, скорее всего, как бы все разрознено и само по себе или в разных частях. И, кстати, эта задача как и мага, так и карты силы. И неожиданности– это карта скорости. Будьте готовы к тому, что либо вы куда-то поедете, либо к вам кто-то приедет. Или вы что-то услышите. Может быть, и новость какую-то. И пусть это не вы инициировали, но то, что вы слышите, видите, вам предлагают, каким-то образом имеет для вас значение. Ладно, давайте еще дальше пойдем. Поездки, возможные перемещения. Что это для вас, мои дорогие? Тельцы будет означать ближайшие дни, с чем это будет связано. И вообще, как это? А вот смотрите, вы поедете, можете поехать туда, куда прежде не собирались, или наоборот, куда вы думали, что ну все, туда я больше не ходок, туда я больше не ногой. А тут жизнь такая метаморфоза. Придется, как знаете, в каком-то или с новым контекстом ехать, или с новыми какими-то открывшимися возможностями при новых условиях, или с новыми задачами. Вот это есть. Потому что, я надеюсь, все правильно понимают, 13-й аркан– это не про смерть, это перерождение или возрождение. И нам тут лимниската, символ бесконечности, то есть жизнь в новом формате. Вот эта звезда, как путеводная звезда. Тут действительно одна ваша, как жизненная эпоха, этап завершается и начинается что-то другое. Это не есть как то, что мы буквально что-то хороним, хочется сказать. Я все надеюсь, опять же, на ваше понимание. Это ваш новый жизненный путь, и мы принимаем все то, или, может быть, даже те тяготы, сложные эмоции, разочарования. То есть то, что мы не можем, как, знаете, ну, воскресить, реанимировать. Мы должны признать, что да, вот этот этап закончился, но наша задача идти вперед. Потому что наша-то жизнь, она, невзирая на, может быть, очень тяжелые эмоции, она продолжается. Вот и вам, может быть, даже мы смотрим на дороги. Вот такая дорога, которую вы должны осуществить для того, чтобы как или завершить какой-то этап окончательно. Потому что по этой карте это тоже, это ведь не в один момент, а предусматривается какая-то траектория. Но и одновременно с этим начинается что-то новое. Вас могут сдерживать сомнения. Девятка мечей, опять же, искаженное восприятие. Нам говорят, держи глаза открытыми. Для вас это важно дважды. И где-то не замечтаться змея выпадала это тоже. Особенно находясь, мои дорогие, может быть, в новой общности, среди новых людей, находясь в дороге. Для вас именно вот это критическое мышление, это как основа основ или основа ваших побед. Туз мечей. Тут, знаете, как разграничивать нужно себя или останавливать, быть внимательным в путешествиях. А то, что они могут быть, это точно. И тут по разным причинам. Кто-то захочет выйти из как небытия и совершить, может быть, спонтанную поездку. И она будет вам на пользу. А для кого-то это приглашение будет. Или тут какая-то иная еще закрутится ситуация. Но вот это критическое мышление вам помогает выйти из какого-то лабиринта. И я бы сказала, тут, знаете, для кого-то из вас вы куда-то можете отправиться, и в этом новом месте у вас произойдет какая-то перезагрузка. Вы словно увидите мир или обстоятельства свежим взглядом, иными глазами, и поймете, что это прежде у вас были как закрытые глаза, или был какой-то период небытия, когда было много непонятностей. Вот здесь что-то у вас через поездку проясняется, а может быть и с приездом конкретного человека. Тут тоже некоторые пункты обозначаются. Но будьте аккуратны, это раз, если все то, что касается поездок, новых лиц, новых знакомых или новой обстановки, это да, критическое мышление, повторяюсь. Но и вам-то это тоже помогает, понимаете? Тут как, ну, какая-то, может быть, репетиция перед прыжком таким квантовым в будущее. Давайте мы узнаем, продолжение следует и какое. Но тут не быстрое продолжение, как и в отношениях или какой-то истории по аркану умеренности. Здесь иногда проходят и не случайные случайности. И поэтому держи
Глаза открытыми, а руку на пульсе, ну, наверное, хвост пистолетом, хочется сказать. Тут ведь мы не знаем, с чем мы столкнемся. И тут вы можете сами что-то переигрывать. Вот такое и продолжение следует. Тем не менее, аркан умеренности вроде как кажется, ничего не происходит, а на самом деле те процессы, которые были запущены, они просто произойдет все в свой срок, мои дорогие. Не замечтаться, снова нам говорит карта, это факт. Но, может быть, и для вас, и для некоторых из вас, даже астрологически, планетарно, есть риск в плане новых знакомств. Как будто новый человек, страстная любовь, много эмоций. Вы где-то можете замылить себя или эмоции вам могут замылить глаза. Будьте очень бдительны к новым знакомым. Может быть, и к старым знакомым, каким-то контактам. Особенно, если человек вас подвел. Это факт. Да. Но неизбежно, смотрите, будьте готовы, хочется сказать, какое продолжение. С одной стороны умеренность, с другой стороны карта башня. Башня – это когда что-то рушится. Вообще это прообраз тюрьмы, когда нас раньше что-то сдерживало, ну буквально как башня. И вот стены падают, вроде бы мы свободны, понимаете, но что делать с этой свободой, непонятно. Или как поступить, непонятно. И карта дает подсказку, тебе придется поступать, ну, как-то так, как ты прежде не поступал. И это тоже для тебя будет обозначать какой-то своеобразный прорыв. Что в реальной жизни это может означать? Внезапная новость, какая-то внезапная информация, которая, с одной стороны, даже может воодушевить. Все-таки тюрьма закончилась, да, или какой-то период ограничений или невозможностей. Но мы ведь можем замечтаться, а этого делать не следует. Поэтому, может быть, в будущем, это мы уже как продолжение, вот вроде ничего не происходило, и вдруг какое-то известие. Причем, скорее, это то известие, которое вас радует. А нам карта возвращает нас на землю и говорит: нет, ты тут не должен что-то совершить такое, что тебе навредит. Поэтому и будь осмотрителен. Но, видимо, сохранять, может быть, придется, как и солнце, благополучие, финансовые какие-то достаток или варианты, или какие-то, может быть, подписания документов, мои дорогие. Вы должны особо быть внимательными, куда вы ставите подпись, за что вы берете, знаете, как обязанности какие-то вы, или, может быть, ну, банально, да, вы идете поручителем кому-то, а человек берет кредит, и пусть это кто-то близкий, то тогда вот, к примеру, я не могу сказать, что вы это можете сделать. Сделать вы можете, но тогда примите к сведению, что вы на себя берете заботы полностью, потому что потом будет какая-то башня. Это ведь башня может быть связана с каким-то человеком или его решением внезапным. А он что-то продумывал, а вам потом конечный продукт выдаст. Есть то, что мы не можем запланировать, понимаете? Но к этому быть готовому. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые тельцы. Жизнь не бывает полностью предсказуема, это факт. И порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но чаще выигрывать той картой, которая выпала. Той, которая у нас на руках. Я вас люблю, мои дорогие тельцы. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.